Ребятки, hello, как говорится. Сегодня на обзоре Xiaomi Black Shark 4 Pro. Выдвижные кнопки управления, зарядка на 100% за 15 минут, а также встроенный SSD-накопитель. Быстрый обзор. Поехали. Это полноценный серийный комплект из магазина. Гаджет пока продается только в Китае. Бампер, наклеечки Black Shark. Зарядка 120 Вт в комплекте. Все, больше в комплекте ничего нет. Второе, внешность. Компания выпустила два смартфона, это Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Что касается внешности, отличие единственное, это логотип. У прошки он с подсветкой, у обычной версии он без подсветки. Ну, честно говоря, такое. Однако есть отличия, причем серьезное отличие по начинке. Во-первых, процессор. Здесь у нас Snapdragon 888, в обычной версии у нас Snapdragon 870. Также в прошке у нас SSD-накопитель, в обычной версии не SSD. Но что касается экрана и зарядки, быстрой зарядки, и в обычной версии и в прошке они одинаковые. Теперь внешность. Вот Black Shark 4 Pro. Игорек, будь добр. Спасибо, Игорек. Вот как по мне, второй, а первый тем более, смотрелись гораздо интереснее. Вот у нас четвертый, а вот второй. Ну, такой, то есть обычный глянцевый задник. Здесь был матовый, с каким-то рельефом, рисунком. Была серебристая версия, помните, да? Необычно, интересно. Беру вот этот вот, тоньше, легче. Этот толстый и тяжелый. Что на корпусе? Здесь у нас сканер сбоку, внезапно, то есть даже на втором и на третьем Black Shark, ну на втором точно, вот на этом, сканер был в экране. Здесь сканер сделали сбоку, но палец ложится идеально. USB Type-C снизу 3,5 мм, отлично. Две сим-карты, поддержки microSD здесь нет, и самый интересный интерфейс находится вот с этой стороны. У нас есть две вот таких вот кнопочки. Зачем они нужны? Это не переключение в беззвучный режим. Так, внимание, вот сюда и вот сюда. Нажимаем сюда. Раз. И два. Это физические кнопки. Это не только для игр. Если они выдвинуты из корпуса, эта кнопка делает скриншот. Если кнопки не нужны, раз, два, можно убрать. Еще один приятный интерфейс — это классные, как говорят, стереодинамики. Давайте затестим. Ну, неплохо. Ну, не супер громко, но качество зачет. Есть нюанс. Если играть, пальцы ложатся, причем верхний идеально и нижний ровно на динамике. Будет примерно, наверное, вот так. Вообще ничего не слышно, ну-ка. Звук идет сбоку. Отсюда и отсюда. Нужна, ребятки, хорошая колонка. А если нужна хорошая колонка и нужен хороший звук, Денис, включай. Это Sony SRS Array 5000. Да, та самая, по которой мы устраивали конкурс в Инстаграме. Что интересного? Первое, 7 динамиков. Нет, серьезно, в этой колонке 7 динамиков. 3 боковых, 3 направлены вверх, а также встроенный сабвуфер. Спасибо. Это первая колонка Sony с поддержкой 360 Reality Audio. Эту колонку можно поставить как угодно. Вот так, вот так, вот так вот. Звук всегда будет одинаковый. Одинаково хороший. Дует из сабвуфера вот отсюда. Ничего себе. А еще классный дизайн. Wi-Fi и Bluetooth можно подключить к телевизору. К новому телевизору. Sony SRS Array 5000. Специальная ссылка внизу. Очень рекомендуем. Продолжаем с Black Shark. Дальше, пункт номер 4 — это экран. Вот все спеки экрана. Отметим самое интересное. У нас скорость отклика сенсора 720 Гц, говорят, молниеносная реакция, а также экран 144 Гц. Мой любимый пункт. Так, значит так, ребятки. Денис, давай сюда. Игорек, иди-ка ты тоже сюда. Денис провел сутки с этим смартфоном и уверяет, что разница между 144 Гц и 60 прям кардинальная. Вот сейчас посмотрим. Выключился? Отлично. Значит так, 15 минут. Да, 15 минут, 0-100. Мы ждали, когда он сядет полностью. Так, засекаем. Давай, раз, два, три. Все, я воткнул. Он уже включился, смотри. Уже что-то пошло. Так, парни, я вас позову. Значит, начинка. Вот полный список. Отметим важный момент. Snapdragon 888 у нас в прошке.
и Snapdragon 870 в обычной версии. И вот еще интересное. Гибридная система хранения данных с флеш-накопителем стандарта UFS 3.1, который работает вместе с кастомным SSD. Говорят, что такое решение позволило повысить скорость чтения на 55% и записи на 69%. Особенно это заметно при запуске игр. Тоже сейчас посмотрим, что к чему. И быстро пару слов о камерах. Как и в пятом ROG Phone, здесь камерам уделено мало внимания. Основная камера у нас 64 мегапикселя. Вот несколько тестовых фоток. Ну, сделано, чтобы просто была хоть какая-то камера, но тем не менее довольно неплохая. А еще из интересного, аккумулятор 4500 мАч и, повторимся, 120 Вт. Прямо сейчас у нас идет тест, прошло уже 1,5 минуты, подождем 15 минут, насколько он действительно сможет зарядиться. Слушай, он заряжается очень быстро. Почти, ну чуть-чуть, еле теплый. Прям еле теплый. Смотри, как идет зарядка. Просто как быстрее секундомера бежит. 9 минут, подождем. Так, 14:50. Значит, смотри, 91, не 100. Но два важных момента. Во-первых, это первая зарядка. Помните Xiaomi Mi 10 Ultra? Там вообще был так себе показатель, но на следующий день он действительно зарядился за указанное время на 100%. Здесь возможно то же самое, его нужно немножко раскачать. 1-2 зарядки, но показатель уже неплохой. За 15 минут 92%, и он еле теплый. Плюс смартфон работает. Естественно, выключен, зарядился бы, ну, как минимум, я думаю, на 95-96. Почти 100%, 90% за 15 минут. А с раскачанным аккумулятором, наверное, будет 100. Денис, садись. Мы скачиваем игру, которая официально поддерживает 120 Гц. У игрока та же самая игра, Black Shark 2, 60 Гц. Что, тебе стало интересно? Мне тоже интересно, что там. Вот 90 Гц и 120, 144 Гц, да? 144. Ну ее же нет разницы. Ну посмотри, даже шары у них в демонстрации прыгают одинаково. Ну посмотри. Что ты скажешь? Игорь, и ты не видишь. В меню нет. Вот я листал, переключал. Не сейчас, не между двумя. Не, ну 60 и 144 разница заметна, конечно. Сколько у айфона Гц? 60. Вот подожди. В чем Есть она есть? разница. В чем? Плавнее. В каком плавне? Тут тоже Ну, все плавно анимация, открывается. но я вижу у тебя здесь шлейф, и оно не дергается, но как будто дергает. Ким? Не дергается, но как будто Но если бы не дергается. было Ты разницы, сам понял, но что если бы говоришь? не Тут было яркость разницы, еще. Делали бы это. Скажи. Запускай игру давай. В играх должно быть видно. Короче, вот 60 Гц. Раз, два, три. Давай. Ну ничего делать, все хорошо. Я что-то не вижу особо. Я разницы, никакой честно. разницы не вижу. Смотри. Разница есть, она признана. Кем? DxOMark каким-нибудь или Денисом, да? Сережа видит, я вижу. Ладно, ребятки, напишите в комментариях. Нет, она есть, но Теперь- она просто не принципиальная. Теперь другое. Здесь у нас стоит SSD. Да. Давай-ка вот запустим две игры вместе. 3, 2, 1. Ну, допустим. Ну, тут быстрее нажал немножко, чуть-чуть. Это должно быть типа в 2 раза быстрее. Да даже быстрее. Тут два поколения телефона сверху. И еще SSD. Да. Ну это простенькая игрушка, тут плохой пример. Честно говоря, Не есть все мало- играют есть в мало Call of мобильных Duty. игр, которые вообще могут нагрузить смартфон. Ну вот. Кроме шестой цивилизации, я вообще ничего не видел. Genshin Мой телефон- Impact. 3 вопроса. Во-первых, здесь SSD. То есть говорят, что намного быстрее. Во-вторых, здесь 8 гигов памяти. А есть 16? Да, Да, Есть 16, есть 12, а есть еще 16. Вот вам, пожалуйста. И третье, здесь у нас Snapdragon 888. Но даже сами Xiaomi говорят про обычный Black Shark, а это прошка, что Black Shark 4 способен без проблем запускать любые современные игры на максимальных настройках. Это про Snapdragon 870. Не про 888. Зачем нужно это? запас. Какой запас? Ну, Куда? ну, потом, ну, Вон будешь запас что? сзади за тобой стоит. Расскажи быстро про кнопки. Это ок или не ок? Понравилось тебе? Так, как Мне они? Как они? понравилось, Смотри. что они физические, не Раз. как на Asus. И 2. Кнопки стоят того Но или не они стоят? прикольные, потому что они физические. Вот на Asus, знаешь, как Да, да, Ryzen да, 5, да. они сенсорные, иногда бывало, там пальцем потыкнешь, Да. она не считается. Тут не может не считаться, они Ты физические. бы взял его ради кнопок? Нет.
Серьезно? Это одна из его главных фишек. Вот эти физические кнопки. Все остальное вообще очень на ваше усмотрение, потому что даже вот этот смартфон работает прекрасно. Просто экран немножко устал, а так все хорошо. Теперь по ценам. Минимальная стоимость за Black Shark 4 6128 29 тысяч. Прошка в максимальной конфигурации, там еще несколько из конфиг, доступна за 62 тысячи рублей. В максимальной конфигурации. Но многие преимущества, которые здесь есть, нужны они или нет, напишите, что вы об этом думаете. 144 Гц, быстрая зарядка очень круто, но и в обычной версии быстрая зарядка тоже есть, это прям офигенно, но и других смартфонов Xiaomi эта быстрая зарядка теперь тоже есть. Ждем ваши комментарии, какой-то непростой обзор у нас сегодня. Ну и Китайский смартфон. смартфон непростой. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.